недвижимости. Друзья, переходим к прогнозам, о которых я вам, в общем-то, говорил в начале видео. Смотрите, что произойдет с недвижимостью. Ну, во-первых, обратите внимание на табличку на эту еще раз, что за год Днепр 0,56, положительная динамика, а Запорожье уже минус 4% за год. И вот теперь мы просто напомню вам, что я в своих прогнозах использую научную методологию. Это метод многофакторного анализа, то есть я сейчас вам демонстрировал метод статистического анализа, где мы видели, сколько стоит квадратный метр того или иного класса жилья по, естественно, первичному, вторичному рынку и что происходит с ним во времени. В прогнозах я еще применяю статистические данные, которые характеризуют развитие, развитие экономики. Это макроэкономические показатели, которые, в общем-то, есть в открытом доступе, и вы без труда, если будет желание, можете это найти и перепроверить. Так вот, экономика в руинах, особенно в прифронтовых городах, областных центрах, рынок недвижимости не может себя вести иначе, как рынок недвижимости характеризуется индексами. Индекс стоимости, то, что я вам показываю, да, есть индекс активности, больше-меньше было продано и так далее. Так вот, стоимость должна снижаться, это очевидные вещи, и это, друзья, происходит при фронтовых городах, как правило, за редким исключением. Город Одесса почему-то там ситуация наоборот, все растет. Так вот, теперь вспоминаем цифры, которые мы с вами проговаривали. За полгода, это у нас 6 месяцев, я думаю, что снижение в городе Днепр будет по 0,5%, то есть это несложно посчитать, где-то порядка, сколько там, 3%, да, снижение, но с учетом того, что положительная динамика там 0,5%, это будет в районе, наверное, минус 2-2,5%. Точно цифру не угадаю, но динамика будет отрицательная, то есть снижение примерно на 2-3% в годовом измерении. Город Днепр, это мы проговорили. Город Запорожье, здесь мы видим уже 4% снижения. И минус 3 можно еще до конца года, это будет где-то порядка, наверное, 7%, будем говорить так, 7, может чуть больше, может чуть меньше, но динамика будет отрицательная, это однозначно. Итак, друзья, не будем забегать вперед, время пройдет быстро, полгода пролетят, не заметим. Каждый месяц я записываю подобные видео и, если что, корректирую свои прогнозы. Придет время, в следующем году запишу такое же видео и разберемся, был я прав или не прав в своих прогнозах. А сейчас, друзья, пришло время прощаться. Не забудьте лайки, дизлайки поставить. Да, забыл сказать, друзья, люди, которые меня смотрят, это оценщики, кстати, юристы, в последнее время очень часто поступают от них заказов. Я делаю еще исследования, которые связаны с ретроспективной оценкой. Если, особенно это юристы, хорошо знают, то есть надо признать недействительным договор купли-продажи, который был 10 лет назад по причине того, что была занижена стоимость, а никто это не может сделать. То есть по факту должны быть данные, материал рынка с конкретными объявлениями, сколько стоила недвижимость того или иного, коммерческая или жилая и так далее. У меня с 2000 года эта база данных есть по всей Украине, друзья, включая даже автономную республику, чуть не сказал Кипр, Крым, конечно же Крым. Поэтому обращайтесь, друзья, это платная услуга. Поверьте мне, я достаточно много делаю таких исследований, на основании которых вы можете подтверждать, что сделка была адекватна рыночной стоимости, или же наоборот, я не делаю заказные исследования, или же наоборот, показать, что люди, которые в то время оформляли там коммерческую какую-то недвижимость, заводы, газеты, пароходы, сэкономили на налогах, да, но обычно так к ними стучатся лет через 10 или через 20 и говорят: тук-тук, откройте дверь, мы к вам пришли. Давайте делиться, так сказать, не правовым образом с нажитым имуществом. К сожалению, да, у нас в стране это происходит именно так. Итак, друзья,
Звоните, пишите, ставьте лайки, дизлайки данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как картой минимум, путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видео. Да, и не забудьте подписаться